Приветствую вас, друзья! У нас прогноз на 2022 год для знака зодиака Стрелец. Прогноз у нас называется «Колесо жизни». Давайте посмотрим, что вас ждет. В конце расклада у нас будут советы от оракулов и будет маятник. Маятник ответит на ваш вопрос, исполнится ли в 2022 году ваши желания. Всех стрельцов я поздравляю с наступающим или уже наступившим Новым годом. Я желаю вам счастья, здоровья, любви, взаимопонимания и осуществления всех ваших желаний, намерений, исполнения вашей мечты. У вас выпадает страшный суд. Страшный суд – это кармическая отработка. Также это, даже не отработка, это подтягивание кармических хвостов. Также это карта перемен. Это может быть освобождение или избавление от какой-то ситуации, от какой-то проблемы, может быть, от какого-то человека. Это выход из какой-то тяжести. Может быть, у кого-то затянулись судебные дела, то здесь в 2022 году наконец-то этот вопрос решится. Еще ведь у нас это зов. Это ангел вострубил, и человек меняет полностью свое мировоззрение. Кто-то может прийти к вере, кто-то может начать заниматься духовным ростом. Но еще это смена работы, смена профессии, это переезд. Вообще смена локации, как не только там другой город, это может быть и другая страна. Но также вас могут ждать перемены и в личной жизни. Кто-то может расстаться, то есть это освободиться от какого-то человека. Кто-то может, наоборот, встретить свою вторую половинку. То есть карта говорит, какие-то двери у вас закрываются, но появляются новые возможности, новые пути. Хорошо. Стрельцы, 2022 год. Мы начнем с первой сферы. Это у нас карьера, бизнес, работа. Что у вас будет там происходить в 2022 году? И совет. Финансы. Совет. Любовные отношения, брак. Для тех, кто в поиске, что вас ждет? Совет. Отношения с другими людьми, ну это ваше окружение. Это могут быть родственники, там, родители, дети, коллеги на работе, бизнес-партнеры, заказчики, клиенты. Совет. Ваше эмоциональное состояние, настроение, от чего будет зависеть. Совет. Так, крутится все, надо же. Так. Творческие проекты, творчество, для кого это актуально. Совет. Отдых, поездки, путешествия. Совет. И ваше собственное развитие, обучение. Совет. Ну, еще у нас будет одна карта. Это основной акцент этого года для вас. Так, это мы откроем в конце расклада. Ну, ваш расклад готов. Давайте начнем с первой цифры. Да, карьера, работа, бизнес. У нас ложится пятерка кубков. Да, здесь у кого-то может быть уход с работы, потеря работы, может быть закрытие бизнеса. Карта может говорить, что какие-то или ваши недочеты, или, может быть, помехи извне помешало вам реализовать, например, ваши проекты, вашу работу, бизнес. Также это может быть предприятие закроется, или, может быть, вы попадете под сокращение, или вас уволят. А может быть, вы и сами уйдете по пятерке. Вот эти кубки, которые стоят, они всегда говорят, что есть в вашей жизни люди, которые в работе, в бизнесе, в нахождении могут вам помочь. То давайте совет посмотрим. Вот здесь пятерка пентаклей у вас. Вообще пятерки у нас это карты кризиса, но они всегда говорят, для того, чтобы из этого кризиса выйти, нужно действовать. Вот по пятерке кубков я сказала, это обратиться к людям, с которыми вы когда-то работали, общались.
Это могут быть ваши родственники. А по пятерке пентаклей в следующие карты ложится шестерка пентаклей. То есть это помощь от кого-то. То ли помощь в нахождении работы, то ли, может быть, материальная помощь, чтобы вы что-то начали. Конечно, это не весь год. И вообще пятерки это не кризисы, прямо как башни, да, все рухнуло и все. Но какое-то время может быть какая-то нестабильность в работе. Я вам хочу еще одну карту достать. Карта говорит, начинайте какие-то новые проекты, но еще, скорее всего, вам нужен партнер. Если вам в одиночку что-то реализовать тяжело, финансов нету, но нужна вам какая-то поддержка, то вам нужен бизнес-партнер. Это может быть и какой-то ваш родственник, друг, а может быть человек, с которым вы когда-то работали, общались. Но здесь еще может быть и предложение о новой работе от кого-то. Еще иногда Паш Жезлов говорит о дороге, о предполагаемом каком-то переезде. Может быть, вот именно вот эти пятерки говорят о том, что живете в каком-то маленьком городке. Было одно градообразующее предприятие, и оно приказало долго жить. Даже при всем желании вы там просто не можете найти работу. Вот тогда карта говорит, рассмотрите варианты переезда. Это может быть переезд и всем домом, а может быть работа, переезд по работе. Потому что пажи всегда дают шансы. То ли что-то начать, то ли что-то найти. Хорошо. Финансы. Старший аркан умеренность. Во-первых, она говорит о ожидании каких-то денег, может быть, за проделанную работу. Еще умеренность говорит, что вы умеете перераспределять средства, даже если их не очень много. Но в то же время это карта гармонии, баланса, равновесия. Что в совет? Вот это ваш страшный суд. Да, еще, конечно, умеренность это нет движения, это вот такая какая-то, не то что болото, да, но вот что-то ничего не развивается, ничего не движется. Вот опять этот страшный суд, я вначале уже объяснила, что он значит. Подумайте, может быть, реально или сменить сферу деятельности, или переехать куда-то. Хотя у вас вот для тех, кто в отношениях, колесница-то ложится. Может быть, кто-то вообще уедет. Или вы пересмотрите то, где вы занимали деньги. Может быть, вы начнете что-то свое. Если по деньгам смотреть страшный суд, это решение финансовых проблем. Может быть, выход, например, вот что вы ждете? Может быть, выход из каких-то судебных тяжб, например, вы вводитесь в наследство. Это как вариант. Или для тех, кто, например, в разводе, может быть, вы делите имущество, и процесс затянулся. Здесь этот вопрос решится. Или, как карта говорит, что вы можете найти какой-то классный источник дохода. Хорошо. Для тех, кто в отношениях, в браке, вообще, что у вас будет происходить в любви, колесница и туз мечей. У кого-то здесь вступление в брак, у кого-то могут быть роды через кесарево. Или зачатие через какую-то операцию. Может быть, ЭКО, или просто надо что-то подремонтировать. Еще здесь вступление в новые отношения, знакомство, может быть, где-то в дороге. Или просто колесница показывает, что вы на пороге новой любви. В устоявшихся отношениях может быть переезд, смена места жительства. У кого-то это может быть иммиграция, получение документов, разрешение на выезд. У кого-то это может быть сделка, покупка, продажа недвижимости или, может быть, еще покупка автомобиля. Вообще колесница говорит о преодолении каких-то трудностей в отношениях, в любви, в браке. Может быть, протирались характеры, может быть, было какое-то недопонимание. Здесь вы составляете разговор, расставляете все точки над «и», и договариваетесь, да. Но еще у кого-то из тех, кто женат, здесь может быть развод. Колесница это может быть втянуться в любовный треугольник или новая любовь на пороге. Отшельник. Да, у кого-то может быть развод. Отшельник это одиночество. Но по колеснице вы понимаете, что или у вас отношения с несвободным человеком, или ваш там возлюбленные нашли кого-то на стороне. Здесь вы принимаете решение, подаете на развод и на какой-то период берете паузу. Если кто-то уезжает, например, за границу, скорее всего, человек поедет один. Вы или ваш супруг, супруга.
Здесь может быть человек уехать. Это может быть и с целью миграции, а может быть на заработки. Хорошо, отношения с другими людьми, с вашим окружением, восьмерка, очень много коммуникаций. Коммуникации. Еще повешенный, да, у нас ложится. Еще это может быть помощь от кого-то в тяжелом финансовом положении. Это могут быть денежные переводы от кого-то. Вот чтобы вы вышли из состояния повешенного. Также здесь при помощи каких-то друзей, как я и говорила, да, может быть вот нахождение новой работы. Поэтому здесь карта говорит, общайтесь, коммуницируйте, обзванивайте людей. То ли вы с кем-то здесь бизнес-партнерство начнете, потому что по повешенному, скорее всего, в одиночестве вам тяжело. То ли этот человек поможет вам выйти из повешенного. Или работа, или бизнес-партнерство. Кому-то актуально будет уехать. Восьмерка — это или период на самолете, или это, знаете, еще может быть очень много поездок, коммуникаций. Но в любом случае общаться будете много. Но тут, скорее всего, еще и помощь. Хорошо. Ваше эмоциональное состояние, настроение от чего будет зависеть? Вот у нас эта шестерочка кубков и пришла. Королева жезлов. Ну, во-первых, для женщин это общение с вашими родными и близкими. Это семья, друзья, это родители, дети, внуки для кого-то, если актуально. Конечно, от общения с любимыми людьми будет и зависеть ваше настроение. Еще здесь может быть украшение дома, вот кто-то переедет. Будете заниматься своим домом, да, создавать вот такой гармоничный очаг, может быть, у кого-то ремонт, потому что королева жезлов всегда отвечает за наведение порядка в доме. Но еще это вот именно общение с какими-то людьми из прошлого, которые помогут вам вот в работе, в карьере, в бизнесе. Творческие проекты для кого актуально? Творчество. Вот я говорю, здесь бизнес-партнерство. Вот если меня женщины-стрельцы смотрят, это может быть с королевой мечей. Это может быть представитель воздушной стихии. Или это женщина, которая работает на себя. В принципе, королева жезлов — это тоже человек, который любит независимость. Но королева мечей, она очень дорожит своей индивидуальностью. Она не любит никому подчиняться. Может быть, вот двойка, да, заключение партнерского договора в творческом проекте. Я думаю, что здесь больше партнерства. Для мужчин, в принципе, может быть тоже с женщиной. Но еще здесь карта говорит, если вы с кем-то заключаете партнерский договор, то вам советуют все-таки вот двойка, да, двойка, две руки пополам. То есть или какую-то расписку, или составьте договор 50 на 50. А то, как бывает, люди начинают бизнес с друзьями, заканчивают врагами. Не все, конечно, но бывает. Лучше постраховаться. Может быть, вот заключить какой-то юридический договор. Еще здесь может быть, знаете, что вот королева мечей — это ведь слово, да, это человек несет слово в мир. Может быть, у кого-то здесь что-то связано с обучением, преподаванием или по творчеству королевы мечей. Вы делитесь тем, что вы умеете. Может быть, опять же, это через интернет. Но, скорее всего, вкупе с кем-то. Отдых, поездки, путешествия, развлечения. Король мечей и девятка мечей. Вы бы рады поехать, но король мечей — это власти, которые закрыли все границы. И вы даже и не пытаетесь куда-то поехать, потому что нужен вот этот паспорт, вы его брать не хотите. Вас это пугает. Поэтому поездки, скорее всего, если только в радиусе города и страны. Хотя у нас вот в Краснодарский край тоже без этого штрих-кода на лбу тоже нельзя уехать. Поэтому, может быть, вы эти поездки пока отложите. Ну и собственное развитие, обучение, шут. Да, тут учиться чему-то новому, получать новые знания, навыки, колесо фортуны. Угу. Знаете, я скажу здесь колесо фортуны. Для кого-то из стрельцов очень актуален переезд в другую страну.
Потому что колесо фортуны – это дорога. Это дорога к лучшей жизни, а шут – это жизнь чистого листа, это обнуление. Но как она ложится в позиции обучения, вам придется учить язык, чтобы вы могли там адаптироваться. Без языка вы будете немой или немая. Ну и давайте посмотрим основной акцент этого года для вас. Туз кубков. Тузы – это начало, но еще это туз кубков – это наполнение. Это может быть шанс найти свое счастье, это исполнение вашего заветного желания. Кто-то может найти любовь, у кого-то будет зачатие, рождение малыша. Еще, конечно, это карта начала нового творческого проекта. Это изобилие, плодородие, это самореализация. Еще карта говорит, если с кем-то у вас сложные отношения, постарайтесь эти отношения в этом году наладить. Это именно готовность и способность принимать дары, потому что туз кубков – это дар, но еще и прощать. Поэтому какое-то заветное желание в 2022 году у вас исполнится. У всех желания разные. Хорошо, давайте мы еще... Так, королева Луны, получим совет для стрельцов 2022 год. Совет от оракула королевы Луны. Так, это у нас acceptance. Принятие? Да, принятие, принять дар. И тут две руки, да, это поддержка, помощь. Карта говорит, самое главное, примите эту помощь. Это принесет изменения в вашей жизни, будь то это работа, карьера, бизнес, творчество или это личные отношения. А также примите текущую ситуацию. Это первый шаг к изменению в вашей жизни. То есть, что значит принять? Это понять, для чего она вам нужна, чему она вас учит. Например, потеря работы. Чему она вас научила? Тому, что вы начали творческий проект. Если бы вы не уволились, может быть, вы так и работали там. А здесь вы начинаете реализоваться в творчестве. Но это как вариант. Кто-то может вообще потерять работу и уехать в другую страну. И там обрести счастье. А не уволили бы вас, или там не закрылось ваше предприятие, вы, может быть, так и не думали об этом. Вот этот вот зов, который будет у вас, обязательно на него откликнитесь. Это приведет к перемене в вашей жизни. Хорошо, еще совет у нас от оракула «Магические врата», Стрельцы, 22 год. Вот, перевернуто у меня все. Делись собой. Я невероятно щедрый человек. Сейчас я вам зачитаю быстренько. Делитесь собой с другими, делитесь тем, что имеете, тем, что делаете, и тем, кто вы есть. Будьте щедры и отзывчивы. Чем больше вы делитесь с собой, тем больше делится с вами Вселенная. Хорошо, ну давайте мы посмотрим маятник. Я надеюсь, вы уже загадали желание, или есть у вас какая-то мечта. Давайте посмотрим, исполнится она или нет в 2022 году. Так, маятник, ответь, пожалуйста, стрельцам. Исполнится ли их желание в 2022 году? Да, желание ваше исполнится. Такой у нас с вами получился прогноз. Если вам понравилось, пишите ваши комментарии, ставьте пальчик вверх. Еще раз с наступающим или уже наступившим Новым годом. Удачи вам в следующем году. Всего хорошего.